А сегодня по многочисленным просьбам показать, как можно приготовить яблоки без сахара, мы вот готовим снова же моченые яблочки без сахара. Что нам понадобится? Снова же яблоко, вот это Golden Delicious, идеально подходит для того, чтобы их мочить, тем более в банках. Вмещается, я вот выбрала поменьше, и вот они хорошо вместились. Я уже залила воду, нужна колодезная вода. Или если это квартира хлорированная, нужно отстаивать, должна быть чистая вода. Искать надо чистую воду. Нужна будет соль крупная и нужен обязательно мед и мята. Вот это старинный рецепт. Я его немного делаю, это особый рецепт, потому что это здесь мята и цветочный мед дает вот такой аромат. Стараемся разные, и солод, и капуста, все разные яблоки, и потом зимой вот хочется настроение такое готовим, хочется что-то другое. Что я делаю? Я воду набрала в банку специально для того, чтобы знать, сколько мне нужно будет воды. Не добираю полную, потому что я буду сейчас соль ложить и выливаю. У меня яблоки чистые, помытые. Значит, вот сколько воды. Один раз, вот если яблоки помельче, меньше воды, где-то 1,5 литра, литра 600 миллилитров. Вот беру ложку соли, полную сверху. Соль должна быть обязательно крупная. И беру 5 ложек меда. Мед вот свежий этого года. Стараюсь именно цветочки летний. 1. Сахара раньше не было, но всегда у бабушки был мед. Вот. Они этим делом занимались. Если не было своего у другой бабушки, она все время покупала мед. Так что в доме всегда мед был. Это обязательное условие. Вот смотрите, 5 ложек меда. Какой вкусный. Вот, пока у меня мед мешаю, должна его растворить в водичке. Вода холодная. Ложу, вот мятку взяла с цветочками. Тоже очень вкусно получается. 3 веточки достаточно. Вот мед растворился, соль тоже. И теперь вот этот раствор без сахара наполняем, баночку заливаем. И больше ничего здесь. У нас, вот видите, еще и не хватило, но у меня здесь немножечко есть еще соли, не растворилась. Я чуть-чуть вот вылью вот сюда и залью, перемешаю. Вот так. Кстати, я потом иногда просматриваю, это все в подвал занесу. И если здесь будет водичка, конечно, яблочки будут забирать, вот этот рассол, то нужно будет доливать. Вот так. Вот смотрите. Аромат, конечно, нужно слышать этот запах. Вот такие яблочки, когда они уже, я потом покажу, они готовятся 2 месяца в подвале. Поэтому я делаю это заранее, чтобы в декабре у меня уже были яблоки готовые. Вот сегодня Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили вот эту вкусняшку, очень вкусные яблоки по самому старинному рецепту, который у нас передается тоже из поколения в поколение. И вот об этом рецепте рассказывал дедушка. И мой папа, и этим занимался, кстати, папа. Он все время мочил яблоки, занимался вот этим процессом пошения яблок. Ну что ж, всего вам самого доброго. Готовьте, готовьте, зимой спросит. Зима строго, будет длинная зима. И вот эти все заготовки вам пригодятся. В разные сроки все время эти заготовки делайте. Ну что ж, всего доброго, до новых встреч в новых видео.